Когда вам звонит студия Marvel, чтобы пригласить в свою киновселенную, вам точно лучше взять трубку. Такой шанс выпадает раз в жизни. Кроме возможности сыграть культовых персонажей, любимых во всем мире, вы еще и сможете привести свое тело в потрясающую форму с помощью первоклассных супергеройских тренировок. Сегодня я отобрал для вас 5 самых удивительных актерских перевоплощений. Некоторые из этих звезд изменились не только физически, но и круто поменяли свою жизнь и карьеру. Случай Роберта Дауни-младшего был поистине одним из самых удивительных возвращений в истории Голливуда. Его карьера началась с не очень удачной работы на SNL в середине 80-х, но, к счастью, дела пошли в гору после того, как он появился в нескольких хитовых подростковых фильмах, таких как «Ох уж эта наука» и «Специалист по съему». После всех этих комедийных ролей он решил попробовать себя в драме. Его роль в фильме «Чаплин» даже принесла ему номинацию на Оскар. Но к середине 90-х его жизнь начала разваливаться на части. Его проблемы с наркотиками вышли на передний план, а карьера потерпела крах. Некоторое время он даже провел в тюрьме, и даже несмотря на успешную работу в телесериале «Элли Макбил», к тому времени его жизнь уже пошла под откос. К счастью, в начале 2000-х он начал приводить себя в порядок и трудился, не покладая рук, чтобы полностью оправиться от всего того беспорядочного и пагубного образа жизни, который он вел. Поначалу это была настоящая борьба, многие опасались нанимать его из-за страховых издержек. Но когда Джон Фавро убедил студию Marvel взять его на роль Тони Старка, они рискнули, и мир больше никогда не был прежним. Роль этого любимого всеми супергероя помогла Роберту Дауни привести себя в форму, подчеркнув его стремление к новому, более здоровому образу жизни. Он прошел путь от тощего персонажа подростковых фильмов до настоящего супергероя с остальными мускулами. В то время как личная жизнь Криса Претта не принимала таких резких поворотов, как у Роберта Дауни, она все же очень изменилась после того, как его взяли на роль Звездного Лорда Питера Квилла в фильме Джеймса Ганна «Стражи Галактики». Но многие фанаты помнят его роль Энди Дуайера в сериале «Парки и зоны отдыха». Энди имел довольно пухленькое телосложение и был немного бестолковым и неуклюжим. Это был не совсем естественный для Криса вес, но он старался поддерживать его, пока снимался в сериале. Чтобы стать Звездным Лордом, Крис изводил себя тренировками по 3-4 часа в день. Он работал с личным тренером Даффи Гейвером и диетологом, чтобы из пухленького Энди превратиться в мускулистого Квилла. Его работа в сериале «Парки и зоны отдыха» безусловно заставила зрителей ассоциировать его исключительно с этим неуклюжим полноватым персонажем. Мало кто верил, что он сможет сыграть более серьезную роль. Даже несмотря на то, что роль Питера Квилла довольно комична в «Стражах Галактики», у Криса есть много драматичных сцен. Теперь он один из самых востребованных актеров Голливуда, и все благодаря тем его чудным танцам. Раз уж мы заговорили о Крисах, то вот вам еще один – Крис Эванс. Его карьера не особо отличалась от карьеры Претта или Дауни. Он прославился благодаря роли в подростковой комедии «Недетское кино», а позже впервые попал в мир Marvel. Помните фантастическую четверку в начале 2000-х? Если помните, то мне вас жаль. И хоть эти фильмы о фантастической четверке и не стали хитами, Крис вполне неплохо справился с ролью Человека-факела. После этих довольно провальных фильмов он решил попробовать себя в драме, снявшись в картине Дэнни Бойла «Пекло». Он также продемонстрировал свои комедийные способности в фильме Эдгара Райта «Скотт Пилигрим против всех». Его вторая попытка стать частью вселенной Marvel увенчалась большим успехом. Его роль Стива Роджерса стала одной из любимейших среди фанатов Marvel, и нетрудно догадаться почему. Крис Эванс наполнил этого персонажа подлинной человечностью и искренностью, да и в костюме Капитана Америки он смотрится просто шикарно. Не то чтобы ему было необходимо сбросить 25 килограммов, как его коллеге Крису Претту, но когда он выбирается из той капсулы, мы можем заметить довольно неслабую разницу. Само собой, я не мог не упомянуть еще одного Криса, самого бога грома Криса Хемсворта. В отличие от остальных Крисов в моем списке, этот был практически неизвестным, когда появился в первом фильме «Тор» 2011 года. Его самой большой ролью на тот момент была роль Джорджа Кирка в «Звездном пути» Джей Джей Абрамса. Хемсворт уже и без того был в хорошей форме, но ему все же потребовалась некоторая подготовка для роли Тора. Он тренировался с бывшим спецназовцем Даффи Гейвером, тем же тренером, который работал с Крисом Преттом для «Стражей Галактики». Тренируя Хемсворта, Даффи уделил особое внимание его рукам и плечам, наверное, чтобы он точно был достоин своего молота.
Хемсворт набрал для роли 9 килограммов и поддерживал форму на протяжении всех последующих лет. Ну, кроме располневшего Тора в финале «Мстителей». Но это по правде было даже не его тело. Давайте вспомним о трансформации Пола Радда. Карьера Радда началась в середине 90-х с ролей в таких фильмах, как «Бестолковый» и «Хэллоуин 6. Проклятие Майкла Майерса». В начале 2000-х он присоединился к команде Джада Апатоу, в которую входил Уилл Феррелл, Сет Роген, Стив Карелл и Джона Хилл. Его великолепная роль усатого Брайана Фонтана в «Легенде о Роне Бургунди» подтвердила статус Радда как одного из самых смешных людей на планете. Этот симпатичный образ простого парня сделал его идеальным кандидатом на роль Скотта Лэнга в фильме «Человек-муравей». Зрители были приятно удивлены тем, в какую форму привел себя 45-летний актер. В интервью для одного издания Радд объяснил: «Я был одним из тех людей, которые всегда хотели получить результат, но никогда не хотели прикладывать усилий». Для фильма «Человек-муравей и оса» Радд пошел еще дальше. Он начинал каждый день с часовой кардиотренировки, затем завтрак и работа с весом. Он также делал дополнительные кардиотренировки 3 раза в неделю по полчаса. Так что перестаньте придумывать оправдания и приступайте к работе. Вставайте из-за компьютера и шевелите задом. Но не забудьте сначала написать в комментариях, какие актерские перевоплощения произвели на вас наибольшее впечатление. Было ли что-то особенное, что действительно поразило вас? И не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы смотреть выпуски первым. А на этом у меня все. До скорого.